Валерии 5 лет. У Валерии диагноз спастическая диплегия, детский церебральный паралич. Когда поставили диагноз? Ну, больше нам поставили, наверное, ближе к 2,5 годам. То есть не в год. Нет, у нас вообще даже 6 месяцев, когда мы пришли на прием, лежит и лежит. Нормально, все дети такие недоношенные. Родители Валерии обратились ко мне с диагнозом спастическая диплегия. Ну, что это такое? Это значит, что и руки, и ноги находятся в спастическом состоянии. То есть, если ребенок не встает на стопу, как мы встаем на стопу, то, соответственно, опоры нет. Если руки не свободны, как у нас свободны, и не опущены вниз, так же, как у нас свободно, нет равновесия. По врачам начали с 9 месяцев ездить, то есть реабилитации проходить, ездить, это все. Там они угрозу ДЦП ставили. Были разные, были и гемопарез нам хотели ставить, и разные, короче, куча их было. То есть каждый раз, каждый новый врач, невролог, у него свое было исключение. Вот. Но по итогу к 5 годам у нас ребенок полноценно не ходит самостоятельно, то есть любое препятствие мы падаем, доходим мы определенно до предмета, до опоры, то есть так встать, как нормальный человек, идет и встал, то есть это мы не можем, мы падаем сразу. Вот. И левая нога у нас постоянно не шагающая, не шагала так, а просто отводила в сторону, то есть имитация такого шага ходьбы. Мы ее все приучаем, что руки вниз надо опускать, она вот так вот у нас вот крылья. Так, дело в том, что равновесие она по-другому не может удержать. Да. Если она руки вниз, смотрите, ее начинает больше качать. Да, не то слово, да, она действительно Вот очень сильно прокачивается. Значит, смотрите, проблема в первую очередь это мышцы ягодиц. Это в первую очередь. В первую очередь мышцы ягодиц. И вторая, вот левая стопа, то есть она правую уже отпускает. Там еще есть отек, но он уже там мало плотного отека. А вот на левой есть плотный отек. Но заворачивает ее ногу за счет ягодицы. Ольга, они приехали обучиться. Она была с мамой своей. Они обучились, и она поняла какой-то титанический труд. И когда они увидели результат, на первой процедуре у них уже Валерия встала на полную стопу. Первая процедура, чего мы вообще были в шоке, то есть у нас дочка сразу встала на пятки, обе ноги на пятки были, то есть сразу опустилась. Вот, мы целые сутки ходили, вот, радовались этому всему, была вообще красота. А тут она стоит, мы голубей здесь решили подкормить, у нас развлечение. И она стоит, она вот на пятках стоит. То есть, понятно, что чуть вот в ногах опускается, но вот, чтобы вот прям вот после первой процедуры, вот у нас где-то такое Покажи, как было, у тебя пятки это ровно нигде не стоят. было. Покажи, хорошо, как ты умеешь стоять на двух пяточках. 5 лет Валерию восстанавливали. Ну, можно сказать, что лучшие реабилитологи в реабилитационных центрах. И 5 лет девочка не могла стоять вот так, как мы стоим. Ну, просто как обычные люди. И девочка могла переходить с одного места на другое, делать 3-5 шагов и прям заваливалась на эту опору. То есть перебегала, можно сказать. А как она перебегала? Подтаскивая ноги, заволакивая ноги на носочках, заворачивая ноги внутрь. В процессе переписки мы узнали от Ольги, что о Николае Борисовиче она узнала 2,5 года назад, хотя Валерии на данный момент было уже 5 лет. И на вопрос, почему вы приехали так, почему так долго ждали, Ольга дала конкретный ответ. Мы надеялись на то, что нам помогут других реабилитационных центров. То есть мы постоянно ездили, и просто, как иногда были, хорошие сдвиги, то есть организм ребенка поддавался там лечению. Не скажу, что там прям сильно такое лечение, они потихонечку сдвиги были маленькие, то есть, вот. Потом просто уже время подходит, то, что у тебя ребенок растет, а он, просто дома практически находится, или на реабилитации. Ты же не просто там взял, собрал вещи и уехал на реабилитацию. Это очень сложно. То есть, если люди не знают этого, они, в принципе, думают, что там, не съездить. Езжайте. Вот. А всех нюансов, которые там за кадром улыбок врачей и всех остальных, никто же не будет рассказывать.
Никто не рассказывает, как там дети плачут, никто не рассказывает, как там, в каких условиях кто находится. Просто в один момент мне это уже надоело. Не то, что я уже говорю там про ребенка, а мне это надоело. Ну и все, как бы. Тут уже осталось дело, за большим уговорить всех остальных своих близких, чтобы как бы помочь. Это точка кипения как бы дошла до такого момента, то, что меня уже ни один результат, ни одна реабилитация в принципе не устраивает. По версии Всемирной организации здравоохранения, спастическая диплегия является неизлечимым заболеванием. Но я так не считаю. И это показывают мои результаты, которые я достигаю, восстанавливая детей с пластической диплегией. Вот сейчас мы посадили на лягушку первый раз. Оль, какие ощущения? Вообще прям шикарно, чтобы вот так вот, это, для меня прям чудо, если честно. У нас никогда так не получалось. Даже речи об этом никогда не шла. То есть, чтобы вот именно вот так вот. У нас вот так вот прям было, это просто нереально что-то. Вот какие методики бы не были, в США, возьмем самую крутую страну, в Германии, возьмем Китай, неизлечимо. Вот будете ездить 100 лет в Китай, не излечитесь, 200 лет будете ездить в США, не излечитесь. А приехали к Никонову, смотрите, какие результаты. В реабилитационных центрах я говорю, то, что ты сидишь и просто вот слушаешь других мамочек, кто прошел большие операции там в Германии, те же самые Тула, то есть они как бы вот по узербату это все делают. Кто в Санкт-Петербурге, кто в Москве. И я как бы вижу детей, дети-то лежачие, дети сидячие в инвалидных креслах. Никто из них Были не пошел, ножки так, никто не... после операции вот так. Да, ошибся в этих расчетах, как они говорят, ошибся в расчетах. То есть ребенок ножки вместе сводил, а после операции девочка у нее вообще как у паука, говорят, как у паука, и все, она, куда ей ходить, если она вообще передвигаться не может. То есть она передвигается на костылях, только ноги в разные стороны, как у паука. И, естественно, она в инвалидном кресле. Так вот. И вот после этого всех полуслышанных я сколько мне раз не говорили, там операция в дальнейшем, это все, где я просто отмалчивалась, где говорила, вот исполнится столько, мы там будем смотреть еще. Но, естественно, в голове одно то, что я не собираюсь, операцию ничего не изменит. В принципе, ничего. Только может, если ухудшить. Ладно, если ничего не изменит, а если ухудшит. Конечно же, когда любая мать смотрит на свою девочку и видит, что я просто понимала, что Валерия растет. Она растет, я не могу уже ее носить, возить. То есть Валерия сама должна себя уже обслуживать. И на семейном совете все-таки они решили поехать. Конечно же, результат не заставил себя ждать. Сильное изменение в плане того, что вот она мягкая стала. То есть вот трогаешь ножку, она мягкая наконец-таки. То есть после, каждого массажа такого не было. То есть все равно чувствуешь, там дотрагиваешь, чувствуешь твердое такое. А тут прям нежное, прям так хочется трогать и трогать. Вот. В поведении ребенка тоже изменилось. То есть по-другому стала себя вести и чувствовать по-другому себя. То есть как-то более свободно, что ли. То есть нету такого, то, что при ходьбе что-то вот прям вот ей мешало. А сейчас, конечно, есть такое, то, что ей мешает, но этого нету как раньше. То есть намного свободнее, мягче походка стала. Вот. Вчера так вообще мы ходили гулять, у нас ребенок много прошел. То есть для нас это, если мы выходили раньше погулять просто, то есть, естественно, на короткие расстояния. То есть у нас потом уже превращалось в то, что мы берем ребенка и несем, потому что на нее видно то, что ноги волочат. А тут она спокойно идет, видно то, что она устала, да, ей тяжело, но ноги она поднимает, она идет дальше. То есть для нас такой вот результат мы нигде не видели и, скорее всего, наверное, нигде не увидим. Конечно же, и на тот момент нашлись доброжелатели, которые отговаривали Ольгу. И ее поддержал муж, ее поддержали родители. И благодарим, она приехала. Финансистом мы были с мужем,
А инициатором, конечно, дочка, но она у нас Ну, одна там, единственная, и мы решили про себя так, что сложно нам жить с таким грузом, когда у нас и самые близкие люди останутся без помощи. Вот так вот. Люди то, что там помогали, то, что смогли, то собрали, как говорится. Вот. Так в основном, как бы, да, все эти финансовые вопросы. Если ты чувствуешь рукой, что он тебя туда тянет, значит делаешь туда, куда тянет рука. Потому что сделая здесь, она может растянуться, а рядом она не растягивается. Поняла? Поэтому рука всегда будет идти, но в более проблемное место. Оно самое главное стопа. Вы должны держать вот здесь, надавите здесь, надавите. И не даем возможность, чтобы коленки она, Можете прям лечь, чтобы скажем она так, на нее. коленки не сгибала. Мгм. Давайте. Да, вот так. Ну, так Вот, вот, да. если не буду удерживать, то Да. придёт. Потихонечку вывели ногу, да, и держим его вот здесь. То есть не пальцы вот так выводим, а вот, Так. вот здесь его. Мгм. И начинаем везде прорабатывать. Николай Борисович, приехали мы обучиться, как делать процедуры нашему ребенку. И в ходе данных процедур у нас были большие результаты. Ну, первый результат у нас был то, что ребенок полностью опустился на пяточки. Вот, и правая, и левая ножка. Потом у нас было движение довольно-таки с левой ногой, то есть она не делала полноценный шаг, она просто ногу как... Если правая шагала, то левая она отводила в сторону, чтобы как бы сделать шаг. Ей приходилось отводить левую ногу. Вот. Потом у нас еще более такой, как для нас важный момент, что он мягкая стала, ребенок более такой мягкий стал. Ну, сами по себе мышцы мягче. Да. На ногах вот... Не как струна натянута, да. она мягкая стала в ногах. Естественно, как бы напряжение присутствует, и до сих пор оно как бы с этим надо работать. Но она очень мягкая стала. То есть после... не было такого. То есть если вот струна была, а сейчас она как булочка. Вот мне честно хочется сказать, булочка такая прям. Вот. Она более лучше стала у нас сидеть. И ходит она, это полноценные шаги начала ступать, поднимать ноги начала. Да. Вот. И, естественно, как бы мы больше стали ходить. Больше она самостоятельно начала ходить. Она руку опускает при ходьбе. За одну руку можно ее держать, Да, она у сейчас нее не сама вот так вот вверх начинает не руки идет. Она опускать, держит. естественно, как бы пытается, все равно мы за руку идем, но пытается одну руку опустить и сама идти. Вот, то есть, как бы раньше такого не было у нас. Вот. И, естественно, как бы в ходе дальнейшего обучения мы надеемся, что мы восстановим ребенка. Стали воздействовать по методике Никонова. Я сам стал воздействовать. Давал задания родителям, как нужно. Результат. Ходит самостоятельно, вступая на стопу. Руки опущены. Да, есть немножечко изменений, но за столько процедур мы не можем ее сделать идеальной. Да, 200-500 процедур будет ходить, вообще никто не отличит. А сейчас что такое? Смотрите, на коньках катается, на велосипеде катается, и это при спастической диплегии. Цена, в принципе, как бы очень оправдана, потому что, я говорю, если учитывать и складывать, сколько
каждый ребенок, инвалид, ездит по реабилитационным центрам и ничего не происходит, грубо говоря, за год, а взрослый ребенок, инвалид, это, естественно, как бы в каждом реабилитационном это по 200, по 150 тысяч. Если вот за год это все сложить, то, естественно, как бы, если приехать Николаю Борисовичу, у которого будет результат, я больше чем уверена, любой ребенок, который приезжал к Николаю Борисовичу, у него всегда была положительная динамика, никто не ушел в минус. И по видео, когда я смотрела, и по рассказам у вас тоже. Вот. А там, как бы, ну, вот есть знакомые, они просто ездят, и вот, ну, динамика есть, но она, ну как сказать, для меня просто, если человек не связан с инвалидностью, ну, я бы ее не увидела. То есть ребенок, ну, я просто одно могу сказать, то, что ребенок сколько бы не ездил, то же самое там в Сакуру или там в другие реабилитационные центры, в Москву, в Самару, вы знаете, что едет. Как бы, ну, потихоньку есть у них сдвиги, но факт остается, ну, то, что ребенок сидит в инвалидном кресле, он, ну, мало двигается, он вообще не двигается, вот. И сам труд, вот то, что здесь происходит, я говорю, здесь, ну, я говорю, не, чужой человек так не будет вот это все делать и там приходить, вот, там, как все думают, там, 2500 за массаж, за сеанс. За 2500 вам никто ничего не будет делать. Вас помнут, там, может быть, пощупают где-то, и все. То есть отработают свое время, и все, больше ничего. В основном, как бы. А тут, ну, да, ты платишь, как бы, иногда в первый раз ты едешь, как бы, в неизвестность, но, как бы, но могу сказать точно, то, что вот эта вот неизвестность, ее не надо пугаться. Тут не обманут, тут вас много чего ждет. Интересно, много информации, положительного. так что надо настраиваться на это и быть в таком немного легком шоке от процедур от этих всех, как и мы в первую очередь были, потому что, я говорю, это нигде не было. Это Нигде важно не для было. ваших детей. Чем быстрее вы начнете, если вы почувствовали все-таки, что у вас с ребенком именно то, что здесь можно поправить, как можно быстрее, как можно быстрее. То есть, если вы уже отчаянно хотите что-то изменить, то, конечно, не меньше 20 процедур. Вот этот момент мы не учли вовсе. Вот это важный момент. Вот для тех, кто начинает, будет смотреть это видео, это важно. Не на 10, а на 20 процедур. Как можно быстрее. Если бы мы это все сделали с 6 месяцев, они списали нам на недоношенность, в общем, безалаберность педиатров просто удручает. Да, я единственный, который говорю, что мой метод действенный. Да, я против того, что говорит Всемирная организация здравоохранения, о том, что восстановить ребенка нельзя. Можно и в 5 лет, и в 15 лет, и в 30 лет, и в 99 лет. Все зависит от количества процедур и какое воздействие по моему методу нужно произвести. Ваш опыт позволяет вам сделать эти процедуры так для ребенка и выявить те моменты, которые именно надо ей. Вот это очень важно, потому что не каждый врач занимается. Все занимаются как по методике, вот как по написанному. И им не важно, кто приходит и с какими этими. А они вот курс берут свой, и все, они не подстраиваются под ребенка. Здесь совсем другая система. Здесь вы, Николай Борисович, занимаетесь тем, что вы смотрите на ребенка. И согласно тому, что вы видите, вы делаете дальше вот эти процедуры. Это очень важно, потому что мы нигде не встречали, чтобы подстраивались под нашего ребенка, скажем так. Вот. Все делают свое определенно, вот как по написанному. Это идет и идет, и идет. Это очень плохо, потому что, ну, неважно, как это самое. Если даже осложнения идут, никто ничего не прекращает. Они все равно до конца это все упорно стараются, делают вот это вот. И понятное дело, что результата вы не увидите. Показывай, где тебе неудобно стоять, где тебе неудобно. Нет, даже без меня не держись. Я тебя всегда спрашиваю, ты никуда не денешься. Вот, ты видишь? Где показывай. Ну, где наклоняйся. Большой. Пальчик только пальчик. Ты же не разись за пальчиком. Большой. А вот так вот сейчас. А сейчас, либо. Нам нужно смотреть, где какая мышца не дает дальше. Нет. Дальше. Я тебя держу. Маша тебя держит. Где тебе мешает? Скажи пальчиком вот этой руки. Где тебе мешает? Вот здесь? Вот это? И тебя не получается шагнуть. Бежит за мной. Ну, можешь. Бежит за мной. А сейчас где?
Выпрямляйся, выпрямляйся, выпрямляйся. Где? Вот здесь? Вот в этом месте, да? Тянет, да? Тут у меня. Ух ты! Слушай, какие зубы у него. Нормально? Он меня не укусит, нет? Она же игрушка. Вот, хорошо, что ты мне сказала, а то я же... Откуда же я знаю, вдруг? Так, это... Я ни разу не встречала на процедурах, чтобы так человек относился к ребенку нежно. Мы чужие люди. Она совершенно первый раз видит. Вы первый раз нас видите, Николай Борисович, но с такой нежностью. Так, нежно любите детей, это вообще прекрасно. У меня даже муж не умеет так нежно обнять ее и рассказать, как вы. Честное слово. Вот это вообще из разряда фантастики. Вот. Женщины, привозите своих мужчин. Эталон мужской нежности, отношения к ребенку, потому что мужчина чаще думает, если он сказал твердо, значит ребенок должен слушаться. Дети не всегда должны как военные быть. Прекрасное отношение, мне очень понравилось. Сейчас с ребенком работает, честно, и больше чем полчаса с нами общается, и вообще прекрасно любой вопрос, ответ благоразумный, внятный, понятный, не семенит медицинскими терминами, которые простые люди вообще понять не могут. А тут так доступно все объяснить. Здорово. Мне очень понравилось. Человек делает свою работу, Николай Борисович. Вы, Лилия Александровна, ему помогаете, нам помогаете, потому что адаптация тоже близких людей – это важная вещь. Но мало информации в том плане, что все-таки надо нацеливать на то, что мы должны понимать, что это должно быть гораздо больше процедур, чем 10. Лечение вообще реально, да, здесь процедуры? Основные проблемы. То, что касается определенно нашего ребенка, все по ней. Мы уяснили важную вещь, мы для себя учились, как это делать. И каждую процедуру мы спрашивали, как правильно. Все понятно, все да, оно доступно. Это стоит столько терпения, сил с нашей стороны и упорства. То есть, все дальше от нас, здоровье дочки зависит только от нас. То есть, ваше, в принципе, что вы до нас донесли, остается только дело за нами. Как это девочке 5 лет и иметь такую форму спастической диплегии, которую можно восстановить, и реабилитологи этого не сделали? Конечно, обращаются люди ко мне. Да, у меня есть результат. И какой результат у меня у Валерии? Вы посмотрите. Валерия стала ходить. То есть она стала мягкая, она расправилась, она стала самостоятельно ходить. Ведь она же перебегала-то с поддержкой до того, как я стал воздействовать. А после того, как она стала ходить, на велосипеде стал ребенок кататься. То есть коленки-то разошлись. Когда коленки вместе, то есть внутренние мышцы бедра в спастическом состоянии находятся, то ты туда даже седло не подсунешь на велосипед, а тут же вот пошло. Пошло хождение, пошло катание на велосипеде. И это всего за то количество малых процедур, которые мы делали, то задание, которое выполняли родители. Действенный мой метод. И он восстановит еще не 100 детей. В ходе обучения здесь была проделана Николаем Борисовичем большая работа, в принципе, потому что за такое короткое время реально мышцы, которые как камень были, они реально мягкими стали. И удержать ребенка там вдвоем, это нереально было, потому что работали мы здесь все. И большая работа здесь именно была проделана. То есть нам осталось упорство, терпение и дальше делать, чтобы до конца довести все это. Она похудела, на лицо да, она у нас изменилась, похудела, заметно. очень сильно Майки похудела. болтаться стали. Какие майки? Это штаны тут начали болтаться, где ляшечки-то у нас все в облипочку было, а тут подобрать-то ничего нельзя было. Она, хоть и низкого, не низкого, а смотришь по росту и думаешь, не хватает тут в объеме. То есть мы натягивали, а сейчас спокойно все так, джинсики повисли, тут все обвисло немножечко, все так это все спало. То есть и щеки похудели. Да, личико такое прям у них стало. То есть такая прям вся изменилась за эти 18 дней, получается. Мы хотим сказать большое спасибо Николаю Борисовичу. Это реально тяжелый труд.
он стоит всего, через что мы прошли, потому что такого результата достойное уважения, честно. Спасибо вам огромное за такой труд. Реально очень хороший человек. Мы рады, что мы встретились с вами, познакомились, то, что вы передали нам ваш опыт. Оно многого стоит. Спасибо вам большое. Пожалуйста, восстанавливайтесь. Мы будем стараться Мы восстанавливаться, будем честно. стараться. Мы надеемся, что Сами у очень нас сильно. все хорошо получится. Да. Что Очень благодарны. Очень благодарны. Совершенно другое понимание, как с ребенком дальше работать. Совершенно. Там было до того, это вообще, непонятно, чем, как заниматься, надо ли, не надо. Теперь мы точно уверены, что нам многие вещи не нужны. Нам надо работать в другом направлении. И мы будем работать именно по вашей системе. Очень понравилось. Я надеюсь, что мы увидим результаты. И сейчас на данный момент Ольга уехали и продолжают восстанавливать Валерию сами, с мужем, с родителями. Прошло всего 5 месяцев. И она присылает нам результаты. Валерия катается на велосипеде, встала на коньки. Ей стало интересно общаться с детьми. Она делает такие успехи, она ходит сама. Если раньше это были какие-то такие, как перебежки, непонятно, то сейчас у нас сама поднимается по лестницам, спускается, сама поднимается на горку. У нее появилось желание общаться. Она так очень интеллектуальная девочка, развитая была, а сейчас это вообще просто колоссальные результаты и колоссальное продвижение вперед. Если сравнивать первые видео Валерии и которые сейчас результаты, то Валерия ходила очень тяжело. Сейчас она ходит легко. Да, осталось немножко, что она подворачивает ножку, но родители продолжают работать. Прошло всего лишь 5 месяцев. Как говорил Николай Борисович, от 200 до 1000 процедур. То есть в дальнейшем родители Валерии обязательно добьются результата, и Валерия будет ходить как полноценный здоровый ребенок. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Давай. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.